Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как правильно строить юбки расклешенные. Это юбка трапеция, юбка четверть солнца, юбка полусолнце и юбка солнце. Хочу показать вам на листе бумаги, чтобы не тратить лишний раз ни ткани, ни кальку, ни миллиметровку, и чтобы вам было более понятно, наглядно. Буду строить, буду показывать на листе бумаги А4. Давайте представим, что это у меня отрез ткани. Значит, ширина 1,5 метра у меня будет, а длина, допустим, 2 метра. И нам необходимо из этого отрезка ткани, из этого отреза нам необходимо сшить юбку трапецию. Но юбка трапеция у нас будет настолько красивой, что она будет напоминать юбку полусолнца. Однако, чем же отличается юбка полусолнца и юбка трапеция? Юбка трапеция имеет центр нерастяжимый, а бока, оба бока растяжимые. Далее, для юбки трапеция необходимо меньше ткани, чем для юбки полусолнца. То есть вот этим вот она и отличается. Еще чем она отличается, это линия талии. Смотрите, значит, начнем сначала. Вот это у меня ширина, я уже сказала, вот это у меня длина. По ширине у меня стандарт, допустим, 150 сантиметров. По длине у меня всего 2 метра ткани. Для начала я складываю ткань вот таким образом, ровно пополам. При этом у меня сохраняется вся ширина ткани, а здесь остается 1 метр. Далее я складываю вот таким образом свой отрез ткани еще раз пополам, но уже в другую сторону. То есть, смотрите, сначала мы с вами складывали по длине, теперь мы складываем ширину. То есть, вместо 1,5 метра у меня остается 0,75. Вот здесь 0,75, вот здесь 1 метр. И вот эта линия, вот этот сгиб у нас получается сейчас в 4 сложения ткань, но 2 половинки будет, 2 половинки со сгибом. Значит, вот эта линия, это будет центр нашей юбки. Это ширина, это длина. Запомнили, да? Теперь, в зависимости от обхвата нашей талии, от этого уголочка вниз мы должны с вами отложить n-ную цифру. То есть, если у нас, допустим, обхват талии 50-60 сантиметров, то от уголочка вниз достаточно будет 3-4 сантиметра. Если у нас обхват талии 60-70 сантиметров, то от этого уголочка откладываем 5-6 сантиметров. Если у нас обхват талии 70-80 сантиметров, то от этого уголочка откладываем 6-7 сантиметров. И так далее, да, то есть каждые 10 сантиметров обхват талии сюда прибавляется 1-2 сантиметра. Допустим, у нас обхват талии 95 сантиметров, допустим. Тогда от уголочка вниз мы можем с вами отложить 7-8 сантиметров, допустим, вот они у меня 8 сантиметров. Далее мы с вами измеряем нашу талию, обхват талии, без всяких прибавок, делим на 4 и отнимаем 1-1,5 сантиметра. 1-1,5 сантиметра отнимаем только потому, что вот эта линия у нас будет, во-первых, по косой. Вот эта линия, во-первых, по косой, во-вторых, полукруг, и этот полукруг дает прибавку. То есть, если мы отсюда измерим вот сюда до этой точки, вот она, допустим, у нас обхват талии, деленный на 4, минус 1-1,5 сантиметра. Вот это. Она у нас получится одна, а вот эта линия получится уже другая. Теперь мы с вами должны определиться с длиной нашей юбки и, конечно же, с линией трапеции, то есть линия бока. Смотрите, например, я здесь забрала 8 сантиметров, а всего у меня был метр. Значит, у меня осталось 92 сантиметра. Я сейчас измеряю. Так. Примерно себе цифру вот так вот наметила. Ага. Так. Значит, вот эта линия у меня 92 сантиметра. Мне, конечно, здесь неудобно, потому что листик маленький. Мне нужно вот так по кругу. Вот эту точку мы прикладываем к линии талии, к новой. И здесь мы с вами отмеряем вот так по кругу. Вот так.
наши 92 сантиметра. Если вы, конечно, хотите короче, значит, вы делаете короче, допустим, вы здесь делаете короче, но тогда вам вот это вот расстояние будет не нужно, то есть вот эта вот лишняя ткань будет закладываться иначе. То есть вы изначально для себя рассчитаете вот это вот расстояние, отнимите от метра, прибавите вот это, и вы можете уже сложить ткань вот таким образом, чтобы у вас ткань дополнительная осталась целой. Да? То есть вот так. Если мы с вами сейчас отрежем юбочку вот так мы отрежем, то у нас получится 2 кусочка меньше. Вот. Итак, значит, я сейчас измеряю свои 92 сантиметра дальше. Вот так продолжаю свои 92 сантиметра. Мне нужно упереться до линии бока. Вот, уперлась я до линии бока. Видите? Теперь, прежде чем построить вот эту вот боковую линию, нам нужно от боковой линии отнять еще 2-2,5-3 сантиметра. Ну, смотря сколько у вас будет здесь. Если, допустим, вы делаете юбку короче, ну, смотрите, вот я, допустим, делаю не 92 сантиметра, а, например, пусть она будет у меня 70, да, вот так, 70 сантиметров. Если я эти 70 сантиметров вот так по линии талии сейчас проведу, дохожу до боковой линии, видите, у меня получается сейчас... Так, линеечка. Если мы сейчас с вами вот эту точку соединим с линией талии, да, вот так я сейчас также пунктирной линией, и вот эту точку мы с вами соединим с линией талии, обратите внимание на косую нить. То есть вот эта линия, которая у нас выше, она идет больше по косой. Вот, кстати, можно сейчас вот так соединить. Найти косую нить, вот видите, она просто вот косая нить. Сейчас я ее другим фломастером прорисую. Вот она у меня идет синенькая. Так, вот это у нас косая нить. Косая. И она у нас тянется максимально. А вот это, видите, она идет параллельно, прям параллельно косой нити. Значит, она у нас будет тянуться максимально. Значит, вот по этой линии, если у вас так получится, вот так, если у вас получится, по этой линии снизу мы с вами убираем, снизу, вот отсюда снизу, сразу вот так отнимаем, поднимаемся на 2-3 сантиметра и выводим вот сюда плавной линией к нашей линии низа. Если же у нас линия получилась вот такая, то есть смотрите, вот она у нас линия косая, косой нити, а линия бока у нас получилась вот так, то есть она не прямая и не так прямая и не косая, а между ними, да, то есть получается не то, не сё. Значит, от этой точки вверх мы можем отложить 1,5-2 сантиметра. Допустим, вот она. И также от этой точки мы с вами выводим вот так к линии низа вниз. Ну, то есть я думаю, что все понятно, да? Сейчас мы с вами прорисуем одну юбочку. Вот она у нас одна юбочка, которая не совсем по косой линии, да, которая у нас вверх мы откладываем, допустим, 1,5 сантиметра и выводим вот сюда уже линию низа. И вот она у нас получается юбочка трапеция. Пока я не буду вырезать, я сейчас хочу прорисовать еще, наверное, все-таки красным фломастером вторую юбочку. Вот эту вторую юбочку. И смотрите, то, что она у нас короче, нам дает возможность сделать ее шире по трапеции. Так? Возможно, из-за того, что она у нас шире по трапеции, нам нужно будет спустить вот эту линию талии еще ниже на 1-2 сантиметра. Вот так. То есть здесь мы спускаем, а здесь остается на месте эта точка. Вот так, да? Это все при примерке. То есть при примерке вы поймете. Значит, смотрите, если мы здесь эту линию спускаем, тогда и эту линию мы тоже приподнимаем. Насколько здесь спустили, настолько здесь приподняли. Понятно, да? Вот так. То есть, смотрите, я сейчас уже вот эту линию опущу на всякий случай. Допустим, я ее опустила на 2 сантиметра. Эту на 2 сантиметра еще подняла. И давайте я вырежу вот эту как раз последний вариант. Вырежу
Уже покажу наглядно, как она получится. Вместе со всеми изменениями. Вот так вырезала, у нас получилось 2 детали юбочки. Юбка вроде трапеция, но настолько она у нас трапеция, что смотрите, если приложить вот так уголочку, видно, да, уголочек, то получается стопроцентная юбка полусолнца. То есть две детали четверти круга, да, вот, допустим, если вот так взять, вот он, уголочек, раз четверть, 2 четверть, видите? И это уже юбка полусолнца. Вот она, полусолнца. Здесь у меня нет никаких прибавок на свободу. Если вы сошьете вот эти швы вместе, то есть вам нужно будет по одной стороне сделать молнию. Потому что здесь нет прибавок для того, чтобы надеть эту юбку на себя, чтобы войти по бедрам. Поэтому, ну, здесь, естественно, пришивайте пояс. Пояс должен быть не эластичный, не тянущийся, вот так вот он прямой должен быть. Юбка практически полусолнце готова. Никто вам не скажет, глядя на вас, что у вас юбка не полусолнце. Это юбка полусолнце. Еще раз повторяю, да, вот у меня уголочек. Вот, пожалуйста, 2 четверть круга – это юбка полусолнца. У меня немножко неровно срезано, ну, я думаю, понятно, да?